Всем привет! Сегодня я к вам с тартом, ореховым тартом. Я делаю с пеканом, но можно взять здесь любые орехи, которые вы любите или у вас есть дома. Вкусный, ароматнейший пирог получается. Тарт на основе песочного теста. Вот здесь у меня 310-320 граммов муки, просеянной муки, яйца, сахар и масло, как обычно. 100 граммов сахара, пакетик ванилина, щепоточку соли и 2 яйца. Все это размешиваю и даю время раствориться сахару. Пока смешиваю все в муке. Отставляю в сторону. 320, 330, 310 граммов, не сильно принципиально, высыпаю пакетик разрыхлителя и на крупной терке натираю 100 граммов масла холодного. 100 граммов достаточно. Смешиваю теперь вот так с мукой, чтобы получилась крошка. Сюда вливаю яично-сахарную смесь, перемешиваю сначала венчиком и перехожу на руки, хорошо замешиваю теперь однородное эластичное тесто. Вот после пару минут замешивания тесто очень липнет еще к рукам. И я тогда чуть-чуть еще добавила граммов, наверное, 30-40 муки. И опять вымешиваю. Тесто не сильно должно липнуть к рукам, но и забивать мукой его тоже не нужно. И вот такое вот оно мягкое абсолютно тесто, еще немножко липнет к рукам. Получается, я добавлять больше не буду муки, не хочу его забивать, чтобы тесто получилось нежное и в пироге, чтобы было нежное, не сухое. Кладу в чашку, накрываю пищевой пленкой или в пакет можно, и в холодильник минут на 20. Начинку делаю у меня мед. Жидкий мед, финиковый, силан. Можно вообще взять просто какой-то любой другой мед. 150 граммов меда, граммов 100-110. У меня коричневый сахар, можно и белый взять. И сюда 1 пакетик ванильного сахара, 100 граммов сливочного масла. И ставлю на медленный огонь ковшик разогреваться. На медленном огне разогреваю. И вот оно должно хорошо все раствориться. Сахар должен раствориться, все смешаться. И вот начало закипать карамель. Оставляю вот так покипеть секунд 20. Выключаю и отставляю в сторону, чтобы остыть она должна, прежде чем я буду ее вводить в яйца. Пока карамель остывает, разбиваю 2 яйца, щепотка соли и пакетик ванильного сахара. Все перемешиваю просто венчиком. В начинку я буду добавлять колотые орехи. Здесь у меня 3 горсти разных орехов, не соленые, сырые. В общем, какие есть орехи, такие нужно порубить до мелких кусочков. И вот карамель, она уже подостыла. И по чуть-чуть я ее ввожу вот так вот струечкой в яйца, мешаю венчиком до конца. Вот она чуть-чуть теплая, такая прям красивая получается цвет. И сюда же кладу порубленные орехи, 3-4 горсти орехов. Начинка не должна быть сильно жидкой. Форму для тарта смазываю маслом сливочным и выкладываю тесто. Оно у меня немножко перестояло в холодильнике, я тут провозилась немножко, поэтому такое подзамерзшее уже. Распределяю. Форма у меня небольшая, 23 сантиметра, она не очень стандартная, не 22, не 24. Этого теста хватает даже на 26, если вот потоньше сделать. Я люблю, когда бортики толстоватые такие получаются, не тонкие. Убираю ножом лишнее. Накалываю вилкой дно, чтобы тесто не сильно поднималось. Оно у меня достаточно и так толстенькое. И оно будет не сухое, хотя и песочное, но не сухое. Выкладываю бумагу, и сегодня пойдет греться гречка в виде груза. И ставлю на 190-200 градусов на 20 минут вверх-вниз. И вот здесь, видите, у меня чуть-чуть выше борта
Так я и хотела, потому что, ну, слишком у меня маленькая форма, это невысокая. И здесь вот очень мягкое тесто, оно еще не пропеклось до конца. 15 минут я продержала. Выливаю сюда начинку. Так, ну она вот у меня как раз и получается отлично. Очень много орехов здесь будет. И выкладываю орешки. У меня пекан. И сейчас теперь пирог ставлю 170 градусов минут на 30-40. И смотрите, минут через 15 нужно будет пирог закрыть фольгой. Просто положить фольгу сверху. Минут 20. Почему? Потому что для орехов это уже будет много, 30 минут, 30-40 минут, а пирог не пропечется, и орехи начнут гореть. Вот чтобы орехи не начали гореть, надо накрыть фольгой. Ну вот, такая вот красота получилась. И вот какой красавец он получается. Приподнялся немножко, но он сейчас на самом деле остынет, немножко опустится вот сама начинка. Ему нужно дать полностью остыть. Я его оставляю на ночь, чтобы он полностью остыл, или его даже ставят в холодильник. Тогда начинка стабилизируется и будет той, которой должна быть. И посмотрите, как пирог выглядит внутри. Много начинки, тонкая получается, ну не совсем тонкая, но достаточно. Но самое главное, тесто, оно не сухое, оно такое между песочным тестом и бисквитом, а начинка, она просто идеальная вот после холодильника, когда стабилизируется. Очень ароматный, прям вот ореховый аромат идет, еще даже не поднеся к носу, что называется, уже чувствуешь этот ореховый аромат. Очень вкусный пирог получается. Пожалуйста, делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.